Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам предложить еще один вариант вязания с мононитью. При этом вязании можно использовать разные виды пряжи. Остатки пряжи можно также использовать. Очень красиво будет смотреться секционно окрашенная пряжа. С этой техникой вязания и мононитью ваша фантазия не имеет границ. Каждый ваш рисунок будет неповторимый и индивидуальный. В этой технике используется чулочное вязание. То есть с лицевой стороны мы вяжем лицевые петли, а с изнаночной будем провязывать изнаночные петли. Берем пряжу, которую мы выбрали для работы, и берем мононить. Совмещаем эти две нити вместе и начинаем вязание. К примеру, провяжем приблизительно до середины ряда. Провязали. Теперь основную нить оставляем за работой, а далее будем вязать одной мононитью. Провязываем до конца ряда. Довязав до конца ряда мононитью, поворачиваем вязание. Петли, которые мы провязали мононитью, мы также их будем провязывать мононитью. Вяжем изнаночными петлями. Провязали все петелечки мононитью, дошли до основной, где у нас здесь две нити и основная пряжа, и мононить вместе. Вот они. Берем эту пряжу основную, снова объединяем с мононитью и провязываем их вместе. И теперь до конца ряда будем вязать 2 нити. Повернули вязание, и теперь смотрим и сами решаем, сколько мы хотим провязать петель основной нитью и мононитью вместе. Прошлый раз с лицевой стороны мы примерно до середины провязали, а теперь давайте провяжем, к примеру, 10 петель. Провязали. Снова убираем мононить, отсоединяем от основной пряжи, которую мы выбрали, и далее продолжаем вязать одной мононитью. Так провяжем до конца ряда.
повернули вязание с изнаночной стороны. Петли, что мы провязали мононитью, будем провязывать также их мононитью, изнаночными петлями. В этот раз я одну петелечку, что провязана мононитью, не провязала, а возьму сейчас основную пряжу, объединяю их две вместе и провязала эту петлю двумя нитями, объединенными уже основной пряжи, которую мы выбрали, и мононить. Далее до конца ряда так буду провязывать. Теперь у нас снова лицевая сторона, и я в этот раз решаю провязать полностью ряд двумя нитями. Вот, дошла до петель, которые мы вязали мононить, и я их также провязываю лицевыми петлями. Провязали ряд до конца, повернули, и здесь с этой стороны, с изнаночной, я также решаю, сколько петель, какой участок я хочу провязать двумя нитями. Буду примерно вязать, ну, вот до этого участка. И сколько у меня здесь? 6 петель остается. Буду провязывать изнаночные петли. Произвольно выбираете количество петель, которые вы хотите провязать, и на ваш взгляд это будет красиво смотреться. Вот почему в такой технике нет повторений. Довязав вот до этого участка примерно, снова отсоединяю основную нить и далее буду вязать, продолжать одной мононитью. Поворачиваем вязание. Я думаю, вы уже, наверное, поняли, да, что петельки, которые мы провязываем мононитью, в обратном ряду мы также их вяжем мононитью. Вот, провязали их. Осталась у меня одна петелечка, провязанная мононитью. Я сейчас также объединю две нити и провяжу эту петлю. Вот так. И далее буду вязать двумя нитями, продолжать. В этом виде техники вязания можно использовать как один вид пряжи. Вот как будет смотреться примерно, да? Узор же не может,
а будет совсем другой у вас, потому что вы совсем по-другому будете провязывать на свое усмотрение, как вам нравится. Также можно использовать, включать другие виды пряжи. Вот фактурная у меня, я для образца здесь немножко провязала пряжа. Остатки пряжи сюда очень хорошо в этот вид техники ложатся, будут уходить. Нигде залеживаться не будут у вас пряжа. Сейчас я вам покажу, как ввести другую пряжу. Вот провязали мы с вами ну, основной пряжей, которую выбрали, да? Теперь оставляем ее, отсоединяем. Далее провяжем, ну вот я провязала несколько петелек, здесь бы еще мононитью просто. А теперь подсоединила другую пряжу, совместив ее с мононитью, и далее продолжила вязание уже совсем другой пряжей. И так я провяжу до конца ряда. Повернули вязание, продолжим вязать нитью, которую мы поменяли, изнаночными петлями провязываем. Итак, продолжим вязание. Вот до наших петелек, которые провязаны одной мононитью. Довязали до петелек, что мы провязывали мононитью. И здесь уже я решаю, провязывать мне их или мононитью, или этой же пряжей продолжать вязать. Я, наверное, провяжу вот этой пряжей сдвоенной. Вот так. Еще я провяжу одну петелечку, что провязано у нас основной пряжей. А теперь оставлю нить, которую мы ввели в работу, второй цвет, да, и подсоединяю мононить, и основной наш цвет объединяю. И далее продолжаю вязать основным цветом. Петли я не просчитываю, сколько там провязала петелек. Снова довязала до участка, где провязано мононитью. И я его также решаю провязать основной пряжей до конца ряда, этот участок. Вот так у нас и формируется узор. Давайте еще один ряд провяжем вместе. Провязываю петельки, не просчитывая я их, а смотрю визуально. Ну вот еще провяжу несколько петель. Достаточно. Оставляю основную нить, беру одну мононить
и провязываю дальше петли. Остается одна петля вот основного цвета, да? Провяжу я ее тоже, наверное, мононитью. И еще одну петелечку провяжу другим цветом. Теперь поднимаю второй цвет, который мы ввели в работу. И далее буду вязать этим цветом. Также петли не считаю, а визуально буду смотреть, где бы мне, до какого участка мне хотелось бы провязать этой нитью. Вот я считаю достаточно. Снова оставлю эту нить, беру просто мононить одну и провязываю петли до конца ряда. Вот так. Провязали еще один ряд. И далее снова с изнаночной стороны петли, что провязаны у нас мононитью, буду провязывать мононитью. Дойдя до нити, которую мы ввели в работу под номером 2, объединю эти две нити и буду провязывать этот участок. Далее посмотрим, может быть, провяжу еще пару петель мононить, потом провяжу снова мононитью и снова, дойдя до основного цвета, присоединю мононить, объединю и провяжу их вместе. И так у нас будет получаться узор индивидуальный, лично ваш этот узор будет. Как видите, эта техника вязания творческая и полностью зависит от вашей фантазии. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!